Доброе утро, дорогие мои! Сделайте глубокий вдох, закройте глаза и мысленно перенесите ваше воображение в долины древнего Китая. Представьте себе образ обычного человека из плоти и крови, точно такого же, как мы, только жившего свыше 2,5 тысячелетий назад. Человек, который имел точно такое же божественное начало, что и мы, получивший от Вселенной такой же комплект даров, что и остальные. Представьте теперь, какой путь он должен был пройти, чтобы получить от цивилизации уважение, достойное Бога. Его звали Кунцзы. Он был потомком знатного рода, но не обладал совершенно никакими правами, кроме права расти и быть в поиске истин. Он был вынужден покинуть дом еще в младенчестве, после смерти отца. Мать часто рассказывала мальчику о его добродетели, его доблести, справедливости и мудрости. Возможно, именно тогда в юном сознании Кунцзы начала формироваться мысль о безусловном уважении, добродетели на уровне воспитания поколений. Мальчик рос и, несмотря на необходимость много работать, старался впитать в себя 6 искусств и овладеть ими в совершенстве. В те времена в Китае родиться в высокородной семье не означало быть аристократом. Это нужно было подтвердить 6 навыками: выполнять ритуалы, исполнять и понимать музыку, управлять колесницей и стрелять из лука, читать и писать, владеть счетными навыками. Кунцзы или Конфуций. Он не был ни пророком, ни святым, ни полководцем. Он не умел ходить по воде. Он был мыслителем и философом, а в целом простым человеком, ищущим путь, дао. Однако его удивительная жизнь – это пример того, как один человек, вооруженный лишь словом и любовью к порядку и добродетели, смог повлиять на цивилизацию на тысячи лет вперед. Учение Конфуция родилось, когда Китай был разделен и охвачен смутой. Это не религия, не догма и не система поклонения. Это путь нравственного роста. 5 его главных добродетелей стали основой китайской культуры и до сих пор звучат удивительно современно. Жень – человеческое начало, человеколюбие. Нет, здесь не про доброту. Это милосердие, гуманность и доброта к людям. Это внутренний закон, который обязывает нас видеть в другом человеке человека. У каждого есть нравственное призвание, не увидев которое, сложно составить реальное представление о том, кто перед вами. Следовать Жень значит жить с сочувствием, с уважением, с любовью, как будто у вас не существует других вариантов
потому иных мыслей и не возникает. Символ жень – это дерево, глубокое корнями, сильное ветвями. Без жень общество теряет душу, а человек – человечность. Вторая добродетель звучит как одна лишь буква «И». Она означает справедливость, правда. Следуйте «И» ради собственных интересов. Это совершенно не является грехом. Однако вы точно должны чувствовать, что то, что вы делаете от сердца, что вы всей душой верите в то, что это правильно. Конфуций говорил: благородный человек ищет справедливости, низкий – выгоды. Эта добродетель основана на взаимности. Ваши родители вырастили вас, вы их почитаете. Вы растите своих детей, вы вправе рассчитывать на их любовь и уважение. И противостоит эго. Противостоять самому себе требует твердости и строгости. Символ этой добродетели – металл. Ли – наша следующая добродетель. Ли – это ритуал. Это обычай, традиция или даже обряд. Нет, это не магия. Это повседневный ритуал, такой, как пожелать кому-то доброго утра, приветливо кивнуть прохожему или сказать человеку, что он отлично выглядит. Ли – это уважение, выраженное в действии. Это порядок, который держит мир. Конфуций верил, что воспитание социальных навыков – это священный ритуал. Умение слушать, говорить, проявлять внимание – все это когда-то было частью повседневного церемониала, где каждое действие имело смысл. Вокруг нас много ритуалов. Мы видим их каждый день. Однако большая их часть стали лишь ритуалом, который лишен искренности, а значит, утратил смысл. Но все же, если вам каждый день улыбается сосед, знайте, это добродетель Ли. Символ Ли – огонь. Это тепло нашего сердца. Следующий наш шаг в сторону добродетели Джи. Это мудрость и рассудительность. Это умение видеть, к чему вы придете, понимать связь между причиной и следствием. Символ Джи – вода, мой любимый даосский элемент. Она мягкая, но неизбежно стирает камни. Она дает и забирает жизни. Добродетель Джи уравновешивает справедливость, удерживает нас от фанатизма и гордыни. Джи противостоит глупости и упрямству. Джи – умение понести ответственность за еще не случившиеся события. Последняя добродетель – искренность и доверие. Это верность слова. Она называется Синь, и ее символ – земля. Синь, пожалуй, самая важная добродетель, ведь она и есть земля, а на земле держится все. Без искренности не может
существовать человеческое начало, справедливость, нет смысла в ритуалах и теряется мудрость. Без этой добродетели нет остальных. Синь – умение быть настоящим, подлинным, истинным. Истинным прежде всего для себя, а не для других. Вот оно, дыхание правды жизни, в которой все слишком часто становится игрой. Смешайте эти 5 добродетелей. Взгляните, что у вас получилось. Да, это и есть образ человека, обычного человека, воспитанного, культурного, образованного. Конфуций называл это вэнь. Вы есть вэнь, если ваши внутренние и внешние поступки совпадают, когда они не книжные или простые, а существуют в гармонии. Так рождается культурный смысл человеческого бытия. Мне нравится учение Конфуция. Я думаю, что если воспитать сердце, не нужно будет спасать душу. Древний мудрец указал людям путь, на котором каждый шаг равен добродетели. Его учение стало живым мостом между землей и небом, между человеком и его предназначением. Оглянувшись вокруг, любой из нас увидит, что наш мир стремительно теряет равновесие. Мудрость Конфуция – это ключи к пониманию нашего времени. Но откроем ли мы ими дверь, зависит только от нас, от угла, под которым мы смотрим на этот мир. Сделайте еще один глубокий вдох и откройте глаза. Посмотрите вокруг. Видите, как прекрасен окружающий мир? Сделайте это ритуалом. Смотрите и удивляйтесь. Слушайте и учитесь. Благодарите и прощайте. Возможно, начав воспитывать добродетель в себе, мы сможем увидеть ее вокруг. Доброго и чудесного вам дня, дорогие мои!